Привет, коллеги! Сегодня у нас на обзоре очередной прицел Discovery. На этот раз это прицел переменной кратности FFP, то есть в первой фокальной плоскости. Моделька HS414 на 44 SF, то есть это самый, наверное, бюджетный прицел из FFP. И я так думаю, это, наверное, будет один из самых популярных прицелов у нас в стране. Потому что при его цене в 14 тысяч он, на мой взгляд, совмещает все достоинства этих прицелов. Что ж, давайте раскроем и посмотрим, что там внутри. Производим разбоксинг. Вот это мне уже нравится, ребята. Так, что у нас в коробке? Ну, в коробке у нас стандартная инструкция, эмблемка и салфетка для протирки. Достаем прицел. И что мы видим? Мы видим какие-то опять дешманские защитные колпачки на резиночке. Блин, ну, не знаю, это какая-то жесть. Вот, но самая жесть, ребят, это вот это. Это бленда, завернутая в китайскую газету. Блин, это что-то с чем-то. Блин, китайцы жгут. Но я понимаю, если бы это было в нашу газету, я подумал, что это может там на таможне что-то смотрели, распаковывают. Ну, блин, ребята, это жесть. Ну что ж, посмотрим на прицел поближе. Вот его технические характеристики с сайта производителя. А мы посмотрим, как дела обстоят на самом деле. На самом деле прицел этот легкий. Вот в прошлый раз мы делали обзор на постоянник, тот весил 700 с чем-то грамм. Этот прицел легче, он весит всего 540 грамм, и при том это переменник. Как такое может быть, я не очень понимаю. И причем эта серия тоже не дешевая. Серия HS это тоже держит отдачу до 50 калибра, и в том числе отдачу пружинно-поршневых винтовок. Стоит прицел чуть дороже, но всего на 1000, но при этом он легче. При этом он переменник. Я что-то в этой жизни, наверное, не понимаю. Но в остальном, как обычно, то есть по качеству изготовления претензий вообще никаких. Все круто. Все, даже порт азотозаполнения. Прикольно. Возможно, там есть азот. Так, вот чего я не вижу. Я не вижу здесь диоптрийной отстройки, хотя вот плюс-минус нарисован. Но что тут крутить, я не понимаю. Так, нет, пардон, есть колечко, оно очень тоненькое. Кольцо диоптрийной отстройки есть, и оно крутится. Все окей. Дальше у нас регулятор кратности. Тугой, очень тугой. И как-то вот он странно немножечко крутится. Он идет туго-туго-туго-туго-туго, где-то до 12. А потом так раз и проваливается. То есть где-то вот с 12, 13, 14 кратность. Он просто раз и пролетает. Что-то вот это как-то мне не очень нравится. Так, ну-ка обратно. Равномерно, равномерно, равномерно. Нет, в эту сторону все хорошо. Ладно, будем посмотреть дальше. Так, что у нас еще тут есть? У нас тут есть боковая отстройка параллакса. Так, от 10 ярдов. Это круто. Тоже весьма и весьма туго крутится. И, в принципе, как на всех, наверное, новых прицелах. Дальше, вот барабанчики, вот эти мне нравятся больше, чем в том постояннике. То есть у них нормальная насечка. Очень удобно брать. Также поднимаю вверх. Щелчки тоже внятные, упругие. Прелесть, мне нравится. Фиксируется хорошо. Цена клика также 1/10 мила.
Прекрасно, с учетом того, что это FFP. У нас при смене кратности шаг деления сетки не меняется. То есть поправки мы можем вносить на любой кратности, и они будут одинаковые. Это радует. Никакого лимба тоже я не вижу. Так, какие-то рисочки тут есть, но непонятно, что это такое на самом деле. Это не лимб. Или лимб? Подождите. Нет, это не лимб, это просто игра света и теней. Так, барабанчики здесь тоже обнуляются, но обнуляются они уже немножечко более сложным способом. То есть вот здесь вот у нас шестигранник, который надо выкрутить. И тогда мы это все сможем снять. Не очень удобное решение. На постояннике было намного удобнее сделано. Ну, собственно, здесь резьба есть, чтобы мы могли вкрутить бленду. И, собственно, в общем-то и все. Соответственно, я проверил кратность. Она тоже не соответствует заявленной. Здесь реальная кратность от 3 до 11. Но, в принципе, 4.14 не сильно отличается. Ну, почему китайцы не могут писать правду всегда, я не понимаю. То есть, как бы это было бы с их стороны, наверное, честнее. Теперь вы можете посмотреть на прицельную сетку на разных кратностях. Угол обзора при этом. Расстояние до стенки 100 ярдов. И сразу вот что мне не понравилось. То есть как бы на минимальной кратности сетку практически не видно. Там какой-то невнятный крестик. А на максимальной кратности сетка она какая-то мохнатая. Любят китайцы перегружать сетку всякими делениями, миллиделениями и всякой вот этой хренью. Зачем, я не понимаю. В результате вроде как бы сетка красивая, вроде удобная, но стрелять с ней лично мне неудобно. Я бы предпочел здесь или обычный милдот, или ту же сетку Хат-Хавк. На мой взгляд, она самая удобная. Тем более этот прицел можно было бы использовать и для спортивной стрельбы по бумаге. И тоненькая сеточка как раз очень бы хорошо подошла. Но, блин, тут что-то ребята опять перестарались. И такое количество делений на сетке меня лично будет путать и раздражать. Я бы предпочел что-нибудь попроще. Теперь давайте попробуем поставить это на оружие, посмотреть, как оно будет смотреться на винтовке. Я установил прицел на винтовку, повскидывался, покрутил кратность и могу сказать свои впечатления. На кратностях до примерно 9 все очень комфортно, все очень удобно, но мелковата все-таки сетка. Из-за того, что она перегружена вот этими рисками и полумилами, она выглядит как такой мохнатый крест. Как им целиться, ну, лично мне вообще непонятно. И для чего это сделано. То есть более-менее адекватный размер сетки и удобный, то есть для того, чтобы реально можно было использовать все милы и полумилы, начинается с кратности примерно 12. Тогда уже и размер сетки нормальный, и толщина ее, и в общем-то все хорошо. Но вылезает следующая проблема. Уже начиная с этой кратности, что-то происходит непонятно с рельефом. То есть кратность реально небольшая. То есть на других прицелах такая фигня начиналась где-то на кратности там, в районе 20, наверное. А тут уже с 12 очень трудно поймать картинку. То есть нужно размещать глаз очень точно над осью прицела, иначе картинка либо мутнеет, либо пропадает. И вот это опять же удивляет, почему на столь малой кратности возникают такие проблемы. По качеству картинки, как обычно, претензий никаких. Проблема стандартная, дискаверевская. Слишком маленькая кратность и слишком перегруженная сетка. В остальном, в принципе, все хорошо. То есть за эти деньги, я думаю, вот на PCP пневматике, на мелкашку, да в принципе даже, я думаю, на 223 калибр такие прицелы будут очень-очень хорошо жить. И, в общем-то, наверное, даже могу их рекомендовать. Ну, как обычно, выбирать вам. Думайте сами, решайте. В общем-то, за такие деньги я не знаю, что может с этими прицелами конкурировать. Я недавно в тире сравнивал этот прицел с младшими моделями Сваровски.
Там, конечно, прицел был 3.9. Здесь у нас, ну, с другой стороны, здесь у нас 3.11 и небольшая разница. И вы знаете, как бы я не заметил гигантского отличия какого-то. В принципе, если бы здесь была чуть-чуть более другая сетка, наверное, это даже был бы вариант более предпочтительный. Ну, это, опять же, мое личное мнение, я его никому не навязываю. И, собственно, наверное, это все, что я могу сказать о первом впечатлении об этом прицеле. Надеюсь, мы его поставим на какое-то более мощное оружие, постреляем, посмотрим, как он будет там жить. И, соответственно, вы эти прицелы увидите в наших следующих роликах. Спасибо, что досмотрели до конца. Крепкого вам здоровья, удачи, метких выстрелов и пока.